Зачем русские втыкали в косяк двери ножи? В прежние века на Руси многие втыкали в дверные косяки различные острые предметы, включая ножи и булавки. Считалось, что таким образом можно обезопасить дом от воздействия темных сил. Бывало, нож втыкали в порог избы, когда представители враждебного мира уже находились внутри. Ворота между мирами. Двери, а также пороги и косяки считались на Руси предметами, которые требовали к себе особенного внимания. Дело в том, что то, что находилось вне дома, воспринималось как враждебное пространство. Снаружи, по мнению русских, обитали существа, способные навредить человеку. Внутри же избы должны были главенствовать лад, покой и счастье. Неудивительно, что именно с дверями, границей между двумя мирами, было связано такое количество примет и поверий. Даже до наших дней дошла примета, согласно которой перед дальней дорогой следует присесть. Правда, раньше для этого использовалась исключительно лавка, стоявшая возле двери. Кроме того, некоторые наши суеверные современники ничего не передают через порог. Но далеко не всем известно, что под порогом хоронили некрещенных младенцев. На порог же укладывали и новорожденных, прошедших это таинство. В последнем случае наши предки тем самым обозначали переход ребенка в мир семьи. Двери под защитой. Ворота между мирами, коими были для русских двери домов, могли проникнуть и темные силы. Поэтому от подобных сил на Руси защищались всеми доступными средствами. Именно для защиты дома на дверях в старину рисовали кресты. Для аналогичных целей над входом прибивали и подковы. Подкова символизировала дорогу, по которой в избу должно было прийти счастье. Иногда вместо подковы над дверями прибивали косу или нож. Эти острые предметы якобы отпугивали бесов. Всевозможных острых предметов, по мнению русских, боялись и ведьмы. Историк и этнограф Михаил Забылин в своем труде «Суеверия, приметы, заговоры» упоминал о том, что ведьма не способна была перешагнуть порог дома, в дверной косяк которого были воткнуты нож, игла или булавка. По словам Забылина, расчет делался на то, что ведьма, будучи женщиной, испугается домочадцев, которые так бесцеремонно обращаются со смертоносным оружием. Беды и способы их избежать. В народе считали, что именно из-за ведьм люди страдают от бед и несчастий, болеют и умирают. Более того, наши предки не сомневались в том, что недуги, наколдованные ведьмами, не сможет излечить ни один врач. На это даже знахарки не всегда были способны. Такие серьезные напасти ведьмы могли насылать на человека, заговаривая, к примеру, еду. Бывало, что заговоренные предметы хозяева дома находили возле порога, поэтому такие вещи никогда не подбирали. Впрочем, обезопасить себя и близких было возможно даже после того, как ведьма проникала в дом. Лингвист и фольклорист Елена Левкиевская в своей книге «Русская народная мифология» пишет о том, что ведьму можно было запереть в доме. Для этого также использовали острые предметы, которые нужно было воткнуть в порог или в стол с нижней стороны. На Руси говорили, что в этом случае ведьма просто не сможет выйти наружу, пока хозяин не уберет острый предмет. Друзья, у меня есть паблик ВКонтакте «Загадки и тайные истории», прошу вас подписаться на него, ссылка в описании. Всего хорошего!